Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного и познавательного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Плутон, несмотря на статус карликовой планеты, продолжает завораживать человечество своим загадочным и неизведанным существованием. С одной стороны, это крошечный шарик из льда и скал, расположенный на границах нашей Солнечной системы, а с другой – мир, полный глубоких тайных процессов и уникальных геологических форм. Каждый аспект его природы, от криовулканов до удивительного рельефа, создает картину далекого и чуждого, а темная и разрушенная поверхность Плутона искает картина, которая манит к себе и заставляет задавать вопросы. Находясь на расстоянии 40 астрономических единиц от Солнца, Плутон представляет собой не только физическую, но и метафорическую границу нашей Солнечной системы. Его малый радиус до всего 1188 километров и масса, составляющая всего 18% от массы Луны, создают ощущение хрупкости этого мира, которого не видим мы невооруженным глазом. Плутон – ближайший к нам мир в далеких глубинах космоса. Его полумрак и холод наполняют атмосферу тайны. Исследования показывают, что Плутон больше похож на карликовые планеты, такие как Эрида или Церера, чем на привычные планеты, такие как Земля или Марс. Несмотря на это, его уникальность и возможность изучать подобные миры в рамках нашей Солнечной системы открывает нам новые горизонты в понимании целого ряда процессов, происходящих на других небесных телах. Специфика орбиты Плутона состоит в том, что она сильно вытянута, проходя через точки, находящиеся на значительных расстояниях от Солнца. В 2123 году он достигнет своего дальнейшего положения, отдалившего его на 49,3 астрономических единиц. Протяженность такого орбитального цикла, начавшегося в 1989 году, дает нам больше возможностей для размышлений о взаимодействиях, которые происходят в этот момент. С точки зрения орбитальных особенностей, Плутон стал истинным астрономическим квестом, требуя от ученых глубоких вычислений и тщательных наблюдений. Его орбитальные переходы в пространстве требуют учета гравитационного влияния других объектов, таких как Харон, спутник Плутона, который оказывает серьезное воздействие на его движение. Несмотря на то, что Плутон, будучи слишком далеким от Земли и очень тусклым, не мог быть досконально изучен до отправки космического зонда, наблюдения с телескопа Хаббл давали лишь расплывчатые изображения. На них Плутон представлялся как тускло-коричневый диск, вдали от множественных цветов и деталей, которые скрыты под его ледяной коркой. Ситуация изменилась с запуском миссии «Новые горизонты» в 2006 году. То, что казалось не поддающимся разгадке и обманам зрения, скоро станет доступным и понятным. За 9,5 лет зонд преодолел 1 000 000 километров, пробиваясь сквозь пустоту к постоянной тени и свежему взгляду на экзотические пейзажи Плутона. Прибытие новых горизонтов в 2015 году открыло новую эру в астрономии. Ученые получили доступ к более чем 400 наблюдениям из свыше 6 гигабайтов данных, что позволило значительно улучшить наши знания о планете и ее характеристиках. Эти данные начали формировать основы новых теорий об образовании подобных мироидительных планет в других системах. Плутон имеет сложное внутреннее строение. Его ядро диаметром около 1700 километров представляет собой смесь водяного льда и горных пород, окруженная 300-километровой ледяной мантией. Исследовательская работа в этой области предполагает, что в мантии существуют тектонические процессы, указывающие на загадочную деятельность под его холодной поверхностью. Живительная страсть неизведанных недр, где под слоем льда может находиться соленый и токсичный океан, делает Плутон одним из самых интригующих объектов для астрофизиков и планетологов. Плутон считается активным небесным телом, и это открытие резко изменяет наше представление о схожих карликовых планетах. Геологическая активность, включая тектонические движения и криовулканы, ставит под сомнение представление о холодных мертвых мирах на периферии нашей системы. Узкая и холодная атмосфера Плутона – одно из его самых больших тайн. С температурой, не превышающей 60 кельвинов или минус 213 градусов Цельсия, она способна сохранять свои секреты под ледяным покровом. Температура делает планету непригодной для жизни в привычном понимании. Однако исследования показывают, что, на удивление, разнообразие форм, существующих на этом мире,
может быть более живым, чем мы думаем. Изучение атмосферы и климатических процессов Плутона открыло новые горизонты. Например, плотность атмосферы утроилась за последние 30 лет из-за испарения азотного льда, что создает дополнительные аспекты для изучения климата и его изменения. Одной из наиболее примечательных областей на поверхности Плутона является регион Томбо, известный своей уникальной формой, похоже на сердце. Ширина этой области достигает 2300 километров и включает в себя удивительные геологические и наркосадические структуры, такие как планета-спутник, которая покрыта толстым слоем азотного льда. Структура поверхности нашего далекоземельного соседа может кто-то считать за фантастическую эскиз. Разделение между планетой и среднемировым дном говорит о недавно произошедшем столкновении с крупным небесным телом, которое произошло примерно 100 миллионов лет назад. Уникальные конвекционные ячейки на поверхности могут указывать на процессы внутреннего движения, дополняя загадочную картину. На данный момент ученые пытаются разобраться, как опасные столкновения могли повлиять на существование планеты и ее структуру. Находка современных моделей и анализа данных открытия лишь подчеркивает необходимость дальнейших исследований для понимания механик формирования таких уникальных ландшафтов. Горы и криовулканы также занимают важное место в образе Плутона. Хиллари Монтес и Тенсинг Монтес образуют внушающие уважение цепи, высота которых достигает значений до 6 километров. Одна из глубоких впадин в южной части образует потенциальную точку криовулканического происхождения, растворяя в себе древние тайны. На крайнем востоке региона Томбо видны темные пятна, известные как кастет, которые поразительно пересекаются с кратерами, создавая мозаичный рисунок неизведанного. Эти структуры не только добавляют шарма, но и внушают мысль о том, что здесь могли происходить значительные изменения геологического характера, что означает, что даже в таком отдаленном месте, как Плутон, могут быть возможны динамичные изменения. Благодаря отличной работе новых горизонтов мы получили возможность взглянуть на макулы, которые стали важным объектом анализа. Они разделены горами и расщелинами, а макула Ктулху – самое крупное темное пятно, которое легко привлекает внимание. Обладая размером почти 3000 километров, это образное сооружение стало объектом споров и изучений, так как его оттенки и форма содержат в себе следы древнего существования. Западная часть макулы Ктулху имеет волнистую структуру, в то время как централизованная часть представляет собой гладкую равнину, окруженную горами и кратерами. Каждый элемент дает ключи к пониманию самой марсианской природы внеземного мира. Удивительные географические особенности предопределяют наличие Лоуэлл-Регио, огромной долины, вокруг северного полюса Плутона. Его ось вращения, находящаяся под значительным наклоном, делает этот полюс более светлым и подверженным испарению азотного льда, что в свою очередь увеличивает плотность атмосферы за последние 30 лет. Ученые верят, что изучение этого полюса может дать дополнительные подсказки о температурных изменениях и даже допустимой жизнедеятельности в ледяных недрах. Каждое новое открытие может таить в себе ключи к пониманию не только Плутона, но и других объектов на окраинах нашей Солнечной системы. Необходимо отметить и спутники Плутона, которые составляют истинное сопровождение его путешествия по бескрайним просторам космоса. Харон, крупнейший из них, с его собственными особенностями, такими как плоский вулкан и кубрик Монс, добавляют загадку к этому уникальному союзу. Их скорость, размеры и масса дают понимание, что они также словно часть сложной головоломки. Сравнение Харона с самим Плутоном показывает, что они представляют собой двойную систему, где оба объекта влияют друг на друга, что позволяет ученым лучше понять взаимосвязи между небесными телами. Такие аспекты становятся ключевыми в исследовании динамики ООН и создании других уникальных миров. Зонды, такие как «Новые горизонты», покидают область Плутона и Харона, передавая важные данные и наблюдения. К 2030 году системы зонда выйдут из рабочего состояния, оставляя его в одиночестве в пустоте космоса. Это создает не только чувство потери, но и вызывает множество вопросов о будущем исследования и возможности общения с этим загадочным миром. Плутон остается объектом постоянного изучения, как для существующих исследовательских программ, так и для будущих, которые только начинают формироваться. Ученые уверенно продолжают исследовать его, и существует надежда, что другие миссии будут осуществлены, чтобы еще более глубоко заглянуть в этот крошечный мир на краю Солнечной системы.
Плутон остается одним из самых интригующих объектов в нашей Солнечной системе, поднимая вопросы о жизни, геологических процессах и месте в космосе. Его уникальная атмосфера и загадочные процессы продолжают вдохновлять исследователей и мечтателей. Путешествие по Плутону – это не просто изучение жесткой физической реальности, но исследование возможных миров, которые могут существовать за пределами наших представлений. Перспективы открытия новых оазисов данных подобного рода обладают потенциалом изменить наше восприятие не только Плутона, но и всей Солнечной системы и жизненных процессов, которые могут быть скрыты в глубинах ледяных миров. Исследование Плутона подводит нас к пониманию универсальной структуры мироздания, делая шаг к новым открытиям, которые находятся за пределами нашего воображения.